Дорогие мои друзья, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Прежде всего выражаю вам огромную благодарность и желаю вам в 1000 раз больше всего того, чего желаете вы мне. Пусть у вас все сложится самым благоприятным образом. Дорогие мои, сегодня мы с вами посмотрим таро-прогноз для знака зодиака Девы на предстоящую неделю с 6 по 12 февраля. Девы, дорогие, настройтесь, а мы начинаем. Посмотрим общие характеристики недели для вас в начале. А для вас, девы, как-то ситуация на данной неделе зависнет. Знаете, как будто у вас будет специально все останавливаться, как будто вас будет что-то не пускать, какая-то монотонность будет затягивать, какие-то вопросы решаться не будут, и планы на будущем остается желать только лучшего. Знаете, такое будет чувство, как будто вы связаны по рукам и ногам. Но, девы милые, вы не огорчайтесь, эта ситуация вам дана для того, чтобы вы переосмыслили то, куда вы идете. Остановки всегда это не случайно. Вселенная знает, что она делает, и знает, в какой момент кого остановить и застопорить. Давайте разбираться. Понедельник для вас что несет? Понедельник у вас нехватка энергии, у вас в понедельник некое чувство усталости, хотя это только начало недели, но вы как будто устали бороться, устали говорить что-то, да, устали спорить. И устали что-то доказывать, и каких-то... Вы хотите, знаете, как вот побыть наедине, набраться энергии, чтобы дальше двинуться вперед. Понедельник у вас вот такая карта. Давайте смотреть для вас вторник, что вам несет. Вторник для дев. А во вторник у вас идет какой-то срочный вопрос, либо какая-то скорость, которая вас заставит все-таки подняться, да, особо отдыха здесь вам не дадут. И скорость это будет решаться по вопросу какого-то отстранения. Знаете, здесь как будто будете вы решать вопрос, да, либо со своей семьей, либо с какой-то своей работой. То есть это какой-то определенный круг людей, который вас просто, ну вот, хочется сказать, возьмет и вытащит, да, не дадут вам как-то унывать, они вас вытащат. Но вы будете в конце дня, вы будете этому довольны, хотя в начале дня у вас совершенно не та энергия, чтобы куда-то идти и что-то делать, но в конце дня вы скажете им спасибо. Давайте посмотрим, что вам готовит среда. А среда у вас идет либо какое-то развлечение, либо какой-то творческий союз, либо просто такое время, когда вы уделяете время себе, вы заботитесь о себе, прекрасно проводите в прекрасном настроении. Здесь для вас в среду выпадает возможность какой-то встречи или разговора с королем кубков, человеком эмоциональным. Для вас этот человек, ну, он, понимаете, он вам очень симпатизирует, скажем так. Для многих это будет кто-то родной человек, да, с которым уже там, возможно, отношения давнишние, да, возможно, даже семья. То есть вот с этим человеком, ну, знаете, разговоры будут такие, ну, скажем так, ни о чем, будете переливать с пустого в порожнее, но тем не менее он вас как-то вот вдохновит, этот разговор. Нового вы особо ничего не узнаете, да, как-то будете обсуждать дела насущные, но тем не менее настроение вам это поднимет. Давайте посмотрим четверг. В четверг у вас идет какое-то решение вопроса. Опять, знаете, такого, если здесь во вторник была срочность подняться и пойти, то здесь как-то четкость. Вот четкость вопроса о какой-то победе. О какой-то победе в прошлом, понимаете, здесь как будто вы должны взять решение этого вопроса именно на себя, то есть понимать, что за вас его никто не решит, что вы в какой-то период времени вы все-таки победитель в этом вопросе, да, но как-то вот он не закрыт. И здесь как-то я вижу, что вопрос касается партнерства. И здесь рекомендуется вам самим принять решение в этом вопросе. То есть как-то за вас его никто не решит.
Пятница для вас. В пятницу вы будете отстаивать какие-то свои интересы, вы будете спорить, где-то будете уходить в отстранение, где-то можете проявлять какие-то такие детские чувства наивные, да, и здесь велика вероятность неких соблазнов в пятницу. Может быть, у кого-то соблазн, знаете, уйти из отношений, или будете себя там, как это сказать, гонять мыслями, что делать, бороться, не бороться, да, вот такая вот идет энергия карт на пятницу для вас. Поэтому, дорогие девы, смотрите, все в руках ваших. Давайте посмотрим, что для вас несет суббота. В субботу у вас идет как раз-таки карта выбора. То есть, смотрите, да, если в пятницу у вас идет вот эта стычка по отстаиванию интересов, чего-то выяснять, где-то впадать в депрессию, где-то вести себя как ребенок, то уже в субботу вы начинаете думать о том, что делать. Это ваш выбор, который, как мы уже видели в четверг, за вас никто не примет. А решать будете только вы делать. Что у вас в воскресенье? В воскресенье вы все равно возвращаетесь к человеку из прошлого. А зачем возвращаетесь? Для того, чтобы, знаете, как либо что-то вернуть, либо показать, какая вы или какой вы классный, как у вас много возможностей и планов на будущее. И здесь все равно у вас как-то выливается в карту конфликта, опять хватаетесь за прошлые события, возможно, большая ссора, да, либо просто вот как раз-таки принятие этого вопроса, когда вы разделяете свою жизнь на до и после. Вот такое у вас воскресенье, девы. Давайте посмотрим, что вам прогнозируют карты на совет. Карты на совет. А на совет вам рекомендуют проявить свою чувственность, девы. Одержать победу вы можете только через эмоциональную наполненность. То есть вам нужно в любом случае чувствовать себя внутри гармонично, быть собой довольной, да, и понимать, что вот только от этой ежедневной работы над собой зависит ваше будущее. Девы, дорогие, давайте посмотрим, что вас ожидает в личных отношениях. Что у дев в личных отношениях на предстоящую неделю. Вы знаете, в личных отношениях у вас на сегодня как будто вы не понимаете вообще, что вам делать. То есть здесь как будто вы связаны по рукам и ногам, да, ничего не видите, ничего не... Вот вы вообще в ситуации, когда вы не видите выхода. Но соседние карты говорят нам о том, что выход есть. Да, паж мечей — это какое-то либо новое начало, либо новый вопрос, но это какой-то шаг, который вы должны сделать. Вы должны сделать этот шаг для того, чтобы в будущем у вас все было благополучно. И вы пока вот остаетесь в состоянии восьмерки мечей, вы как будто, знаете, день за днем, минута за минутой, хочется сказать, пережевываете эту ситуацию, и будучи вот в этом положении некой жертвы, не знаете, как вам выйти, вы сами себе оттягиваете момент вашего счастливого будущего, понимаете? Вот здесь вот туз мечей, который говорит о том, что вы отказываетесь от возможности изменить свою жизнь. Давайте посмотрим, девы дорогие, что вас ждет в работе. В работе вы как будто будете думать о каком-то новом начинании, при всем том, что, знаете, такого мирового масштаба начинания. То есть это не просто там пойти сменить работу, да, там с одного офиса перейти в другой офис, а здесь вы как будто на какой-то даже мировой уровень засматриваетесь. И здесь вот в работе то ли у вас, но у вас еще, как я вижу, только планы на это. И при всем том вы считаете, что у вас все получится, что вы довольны собой в этой ситуации. Но здесь хорошо, девы, вы все-таки настроены на большую победу, и вам за это, конечно, респект и уважение. Но на данный момент пока еще все остается в стадии некой остановки, да, движения как такового пока еще нет, но я вижу то, что вы над этим очень много работаете. Это да. Давайте посмотрим, что вас порадует на этой неделе. Что вас порадует, дорогие девы?
А вас порадует, девы, то, что вы все-таки, вот когда мы говорили о том, что вы не можете никак сделать шаг, да, здесь вы как будто сделаете какой-то вклад в свои будущие изменения, в свои будущие перемены, потому что, понимаете, вы вот, ну как, вы на пути, да, на пути к этому новому своему счастью, хочется так сказать. И здесь, понимаете, вы будете... Вы сделаете этот вклад, перемены, которые с вами происходят, перемены происходят к лучшему, и вы засматриваетесь на то, что и как изменить в вашей жизни. Вы понимаете, что вы, ну хочется сказать, вы центр Вселенной, но так и есть, вы центр своей Вселенной. Да? И здесь вот для вас приходит это осознание, вы это понимаете, и вас, конечно, безусловно, это порадует, что вы, во-первых, осознали, во-вторых, сделали вклад, и в-третьих, просто... очень спокойно воспримите перемены, которые с вами происходят. Давайте посмотрим, что вас ожидает в финансах на этой неделе. В финансах, вы знаете, будете немножко омрачены тем, что в прошлом вы то ли потратили много, да, то ли как-то синвестировали. И вот на этой неделе у вас такой момент, что вы как будто жалеете об этом, понимаете? Вы в то же время понимаете, для чего вам это надо было, да? Вроде бы и есть у вас на сегодня эмоциональное такое состояние, что вы довольны вот этим вкладом в будущее. Ну, да, в свое будущее, в прошлом, когда вы сделали вклад на свое будущее, инвестировали, да, вы как будто этим и довольны, но в то же время как будто вам, ну, как жалко этих денег. Но здесь вы все равно, вы же не будете сидеть просто так, вы все равно вот здесь продумываете, как вам выйти из этой ситуации и так, чтобы вас это очень порадовало. Давайте посмотрим, что вас может неприятно удивить, дорогие девы, на этой неделе. А неприятно вас может удивить то, что выбор, который вы откладывали так долго, да, все тянули с этим выбором, его все равно придется сделать. Но здесь, знаете, какой момент, что вам этот выбор предстоит сделать после того, как вы узнаете некую тайну. Вы узнаете некую тайну, что-то для вас откроется такое, что до этого было скрыто очень давно, да, и вы все равно совершите этот выбор, хотя для вас это стоит в позиции неприятно удивит. Но, скорее всего, вас здесь неприятно удивит как раз-таки вот эта тайна, которую вы, девы, не знали и оттягивали решение вот этого вопроса. Давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. Внимание вам нужно обратить на то, что высшие силы с вами всегда рядом, что вам нужно им безусловно доверять, вас ведут к вашей победе. Пусть даже если вы думаете, что какие-то происходят предательства в вашей жизни и за что вам это, вы знаете, как здесь вопрос не за что, а для чего. То есть вас это делает гораздо сильнее и вас переносят высшие силы на уровень лучше в вашей жизни. То есть в этом месте, где вы есть сегодня, вам уже делать нечего. Понимаете, для вас уготована другая судьба. И вот здесь вам рекомендация: доверься высшим силам, и с тобой все будет хорошо. Девы дорогие, вот такой расклад у меня получился для вас. Я вам желаю успехов, я вам желаю терпения. Вы большие молодцы, что вы не сдаетесь. И у вас огромные планы на будущее. Пусть у вас все получится самым благоприятным образом. А я с вами прощаюсь. До новых видео. Ваша Наталья. Берегите себя и своих близких.